Всем привет! Владимир, приветствую вас здесь. Здесь мы ретро-игры с вами обсуждаем. И мы на этой теме неплохо зависаем. Нам нравится вернуться в свое детство вновь, вспомнить, как мы играли, познали, как любовь в традициях наших светлых исключительных. Не пройти игру нам непозволительно. Игры интересные и консоли разные. Все это тут собрали мы со всех сторон. Ништяки чудесные и подарки классные. Я вас всех категорически приветствую, меня зовут Владимир, и вы на канале 90 Retro Games. Канал, посвященный ретро-играм и всему, что с ними связано. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, и по уже сложившейся традиции, как всегда, не с пустыми руками, а с целыми двумя Panasonic'ами 3DO. Что это была за консоль, какова ее история и во что на ней можно поиграть? Рассмотрим их поподробней? Готовы? Поехали! Подпишитесь на канал, оставайтесь с нами, наши ретро-приключения заинтригуют вас. 90 Retro Games, играем мы с друзьями, вместе время проведем, будет просто класс-класс. Консоль Panasonic 3DO – легендарная консоль из 90-х годов. С ней связаны самые теплые воспоминания из детства, а также удивление. Удивление невероятно крутой графики, как в фильме. Мы с друзьями вместо школы приходили в старый кинотеатр, переоборудованный в компьютерный клуб, и с замиранием сердца смотрели, как другие играют в Panasonic 3DO. Сегодня я расскажу вам историю создания одной из самых ярких консолей 90-х годов. The 3DO Interactive Multiplayer, или просто 3DO, представляет собой домашнюю игровую консоль пятого поколения, разработанную компанией 3DO. История 3DO началась в конце 80-х годов, когда компания Electronic Arts начала разрабатывать новую игровую платформу, которая должна была не только не уступать по качеству графики и звука даже аркадным автоматам, а превосходить их. Идея принадлежит предпринимателю и основателю Electronic Arts Трипу Хоукинсу. 3DO не выпускала консоль сама, а представляла набор спецификаций, которые были разработаны вдохновленными идеей Хоукинса хорошими знакомыми по работе с проектами. Дэвидом Нидлом, ключевым компьютерным инженером и одним из главных архитекторов при создании компьютера Amiga 1000 и портативной консоли Atari Lynx, а также программистом-разработчиком аппаратного обеспечения Робертом Джей Миколом, который работал над этими же проектами вместе с Дэвидом. Конечной целью созданной в 1991 году компании было создание и вывод на рынок 32-битной игровой консоли нового поколения с контентом на оптических дисках. Но в отличие от других консолей, она должна была производиться не самой 3DO, а известными производителями по ее спецификациям и лицензии. Такое распространение телевизионной приставки должно было увековечить новые стандарты. На тот момент на рынке уже были 16-битные дисковые системы Sega Mega CD и Philips CDI. Лицензионные условия компании 3DO — это денежное отчисление с каждой проданной консоли и с каждой проданной игры. Довольно простые условия, связанные с лицензией и сносной ценой, вызывали большой интерес как со стороны разработчиков программного обеспечения игр, так и со стороны производителей оборудования. Таким образом, для разработки и выпуска консолей компания 3DO заинтересовала внушительный список партнеров, таких как Panasonic, Matsushita, Sanyo, AT&T, Time Warner, Samsung и Gold Star, который впоследствии был переименован в LG. Однако, забегая вперед, сразу скажу, что в итоге 3DO выпускалась с 93 по 96 год компаниями Panasonic, Gold Star, Sanyo и Creative Labs. Итак, 93 год. Консоль наконец-то готова к выпуску. Первые 3DO были представлены на рынке компании Panasonic. Они поразили публику своей мощностью и возможностями. Приставка имела выдающиеся для того времени технические характеристики. Основной 32-битный RISC-процессор ARM60 с частотой 12,5 МГц. Математический сопроцессор для ускорения вычислений также на частоте 12,5 МГц. Два графических сопроцессора, работающих на частоте 25 МГц. Такая видеосистема могла просчитывать до 16 миллионов пикселей в секунду с поддержкой масштабирования, поворотов и текстурирования. Для текстур поддерживалось сжатие, прозрачность, полупрозрачность и цветное освещение. Видеопамять 1 МБ с расширением 320 на 240 в 24-битном цвете, которая при выводе интерполировалась до разрешения 640 на 480. Цифровой сигнальный процессор для обработки звука CD качества, 16-битный стереозвук с частотой дискретизации 44,1 кГц и полной поддержкой Dolby Surround Sound. Оперативная память составляла 2 МБ, а постоянное запоминающее устройство 1 МБ.
Также присутствовала энергонезависимая память SRAM 32 килобайта для хранения и сохранения в играх. 36 каналов прямого доступа к памяти без участия центрального процессора. Все компоненты связаны через шину с пропускной способностью 50 МБ в секунду. У консоли также имелось два порта расширения, двухскоростной CD-привод и стандартный джойстик, который состоял из крестовины и 5 игровых кнопок, а также двух служебных P и X. При нехватке некоторые игры использовали X как шестую игровую кнопку. И регулятор громкости звука на нижнем торце геймпада. Но что касается геймпада, очень похож на сеговский. Крестовинка не такая отзывчивая, кнопочки, не такой привычный ход у кнопочек. Так, в принципе, очень даже. Особенностью было то, что подключали джойстики один в разъем другого, до 8 штук. По найденной информации, реально играми поддерживалось до 6 геймпадов. Наушники подключались напрямую в аудиовыход джойстика. Для 3DO было разработано специальное программное обеспечение. Также консоль могла проигрывать CD-аудио, просматривать фото-CD и видеодиски. Для воспроизведения последнего требовалось использование специальной карты расширения для декодирования MPEG-видео, которая производилась только для американской модели Gold Star, а также японских Panasonic. Откровенно говоря, лишь несколько игр могли полностью использовать весь потенциал консоли. Отличительной особенностью 3DO является то, что она была одной из немногих консолей с CD-приводом, не имевших ни оригинальной блокировки, ни защиты от копирования, что привлекало как зарубежных игроков, так и производителей нелицензионных игр. Хотя региональная блокировка в 3DO отсутствует, несколько японских игр все же не могут запускаться на версиях консоли для других стран из-за использования в них специального шрифта, содержащего канзи. По рекомендации самой компании 3DO, большинство сторонних разработчиков программного обеспечения помещали этот шрифт на диск с игрой во избежание подобных проблем. Однако некоторые разработчики этого не делали, поэтому, к примеру, игра Sword and Sorcery, которая была издана на английском под названием Lucien's Quest, и демоверсия Alone in the Dark имеют подобную проблему. Также некоторые более поздние игры умели определять регион приставки и могли отказываться запускаться на других, например, Soccer Kid для PAL-версии приставок и PAL-версия The Way of the Warriors для приставок NTSC региона. Round 1, fight. Championship match. Skull Honus. Итак, первая модель Panasonic Z1 Real 3DO Interactive Multiplayer, вышедшая в октябре 1993 года, продавалась по цене $599. Солидно выглядящая модель по такой цене сразу зарекомендовала себя как консоль для богатых людей. Стоит понимать, что на момент ее выхода на рынке уже были две модели приставок пятого поколения – FM Town Smarty и Amiga CD32, поэтому нельзя сказать, что на 3DO был какой-то повышенный спрос или ажиотаж при ее продажах. Японская консоль, работающая от переменного тока 100 вольт, имеет композитный компонентный выход. Переключатель Mod Select, который на японском Z1 позволяет выбрать разрешение картинки в положении A 480i, в положении B 240p. Примечательно, что некоторые игры не адаптированы для режима B, другие же прекрасно работают и даже с приростом по FPS. Также присутствовало два порта расширения на тыльной и на правой стороне корпуса. Об их назначении поговорим подробнее, но немного позже. На передней части устройства красовался выезжающий лоток CD-привода и две кнопки для включения и извлечения диска, а также световые индикаторы питания консоли и процесса чтения диска. А теперь заглянем вовнутрь консоли. Кроме центрального процессора VLCI ARM, можно также рассмотреть две ASIC микросхемы, которых и содержатся сопроцессоры. Это MDM и Clio. 3DO попыталась увеличить целевую аудиторию своих покупателей и в ноябре 1994 года выпустила компактную и удешевленную модель Panasonic Z10 Real 3DO Interactive Multiplayer по цене $399. Первые версии FZ10 в аппаратной части были похожи на FZ1, в них использовались те же чипы MDM и Clio. Однако в более поздних версиях MDM и Clio заменили на общий ASIC под названием Envil. Сказать откровенно,
Особых отличий от предыдущей модели у нее нет, зато есть менеджер файлов, который позволяет управлять банком памяти в 32 килобайта, на котором располагаются сохранения игр. Ну, и эта модель лишена подвижных частей, в частности механизма подачи лотка для лазерного диска, что несомненно делает эту консоль менее подверженной поломкам. Всего было продано около 5 миллионов консолей 3DO, однако, несмотря на свои инновации, она так и не стала популярной и не смогла завоевать большой аудитории. Во многом этому поспособствовало событие 3 декабря 1994 года. Именно в этот день в продажу в родной для производителя Японии поступила PlayStation, причем по более приятной цене в $299, разойдясь тиражом 100 тысяч единиц уже в первый день продаж. Да, PlayStation 1 была одной из самых популярных консолей своего времени. Было продано более 100 миллионов единиц этой консоли по всему миру. Gold Star 3DO Interactive Multiplayer. С середины 1994 года фирма Gold Star продавала 3DO в Европе, Северной Америке и в Южной Корее. Одной из неприятных особенностей было то, что в первых ревизиях консоли этой модели некоторые игры отказывались запускаться. Для экспорта была модель Gold Star 3DO Interactive Multiplayer с выезжающей фронтальной кареткой для диска, а для Южной Кореи Gold Star 3DO Alive 2. Название южнокорейской компании Gold Star было изменено на LG Electronics 28 февраля 1995 года после слияния с Lucky Chemical. Поэтому были еще более редкие LG 3DO Alive 2, эксклюзивная и достаточно редкая модель для Южной Кореи, потому что вскоре она была снята с производства. Sanyo Tri 3DO Interactive Multiplayer, эксклюзивная модель для Японии, выпущенная в марте 1995 года. Наконец, позже появилась Creative 3DO Blaster для компьютера. Весьма необычная модель, которая представляла собой комплект для персонального компьютера, карту расширения под разъем ISA и геймпад. Самая большая проблема этого варианта заключалась в том, что она работала с приводом Creative CR560 CD-ROM, который выпускался под торговой маркой Panasonic и ККМ для Creative Labs. Очень редкий экземпляр привода, который к тому же не шел в комплекте с 3DO Blaster. А теперь отправимся в один из японских отелей с почасовой оплатой для того, чтобы отыскать одну особенную модель консоли 3DO. Panasonic 3DO Robo Hotel Unit с CD-ченджером на 5 дисков, одна из моделей с функцией взимания платы за игру, которая разрабатывалась, чтобы занять определенную специфическую нишу с довольно пикантными подробностями личной жизни японцев. Дело в том, что зачастую в Японии, которая так известна своими компактными застройками жилых районов, молодые пары вынуждены жить в довольно стесненных условиях вместе со своими пожилыми родителями. Консоль была популярна в Японии, особенно для молодых пар, которые могли уединиться от родителей только в подобных отелях на час. А установленные диски с фильмами для взрослых и специфические игры, надо сказать, очень этому способствовали. Консоль, запертая на ключик заботливым администратором отеля, позволяла сохранить эксклюзивы для следующих молодых и энергичных посетителей, а также взимать дополнительную плату за использование. В 1996 году производство консоли 3DO было прекращено. История этой яркой, но неудачной платформы, можно сказать, закончилась. В 1997 году Samsung выкупает бизнес аппаратных систем 3DO за $20 миллионов вместе с частью сотрудников. После этого в Южной Корее эксклюзивно для местного рынка продавалась гибридная модель DMB800 3DO VCD Combo Player, которая была с фронтальной загрузкой диска, а по дизайну больше всего была похожа на Hi-Fi аппаратуру. А тот факт, что геймпад подключался с задней стороны корпуса, указывает на то, что аппарат ориентировался скорее как проигрыватель видеодисков для гостиной, нежели как игровая приставка. 3DO Company также разработала консоль следующего поколения M2 на основе процессора PowerPC 602. Но после ухода компании из консольного бизнеса эта технология была продана Matsushita, которая так никогда не выпустила систему в продажу. Кроме этого, было создано несколько аркадных игровых автоматов. 2 автомата были произведены компанией Atari, они использовали процессоры PowerPC 602 и аппаратно были ближе к M2. Еще с полдюжины были выпущены компанией American Laser Games. Впоследствии, на основе M2, Konami создала плату для аркадных игровых автоматов. Так как игры запускались с CD-привода, система имела большие паузы во время загрузки данных. Иногда
от 30 до 60 секунд на загрузку одного игрового уровня. Не было исключением и низкая надежность. На этой платформе вышло небольшое количество игр, на данный момент известно 5. Список же игр для платформы 3DO содержит около 300 наименований, значительная часть которых продукция для внутреннего рынка Японии. А теперь о том, что не увидела свет и осталась на уровне черновых наработок и прототипов. AT&T 3DO, Panasonic Karaoke On Demand 3DO, как видно из названия с функцией караоке, и Toshiba 3DO, портативный вариант в виде прототипа. Фирма AT&T разрабатывала прототип модема для возможности играть в интернете на 3DO, который не попал на рынок. Фирма Toshiba планировала создать навигационную систему на базе приставки, но позже также отклонила эту идею. Фирма Scientific Atlanta пыталась создать ресивер цифрового телевидения, set-top box на базе 3DO, но план не был осуществлен. Также на рынок не попала идея Samsung, приставка со встроенным MPEG-плеером, который отдельно для приставки предлагала Panasonic. Кроме того, Electronic Arts планировали игровые автоматы на базе железа 3DO. Часто говорится, что библиотека программного обеспечения для 3DO показывает неудовлетворительные аспекты видеоигр того времени. Это было время рассвета CD-игр, поэтому в большинстве игр фрагменты низкокачественного видео доминировали над хорошим игровым процессом. Лучшие игры 3DO часто являются переносами игр с других систем. Это такие игры, как Alone in the Dark, Myst, Out of This World и Star Control 2. Другие игры, которые также стоит отметить, The Need for Speed, Jurassic Park Interactive, Crash and Burn, Slayer и Killing Time, а также первый перенос игры Super Street Fighter 2 Turbo с аркадного автомата на домашнюю систему, которая превосходит оригинальную версию за счет использования качественного CD-звука. На 3DO начали свое существование некоторые игровые сериалы от Electronic Arts, Studio 3DO и Crystal Dynamics, игра Gex, которые впоследствии продолжились и на других 32-битных консолях. Одна из лучших игр на 3DO — это Return Fire, продвинутая игра про танковые сражения. Достаточно подробно была изложена в одном из моих предыдущих роликов под названием «Как играть во все ретро-приставки на ПК» или «Скачай 2 терабайта игр». Сейчас игры на 3DO найти тяжело, но их можно скачать на сайтах фанатов данной приставки и записать на болванку на скорости 4 оборота. Главное — использовать для этого неперезаписываемый диск CDR. Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на высокие по тому времени технические возможности, 3DO так и не смогла завоевать рынок из-за стратегических ошибок в маркетинге, высокой стоимости, отсутствия поддержки со стороны разработчиков игр и, как следствие, скромной библиотеки, всего около 300, а также громкого появления PlayStation. Однако, она безусловно оставила свой след не только в истории игровой индустрии, но и в наших сердцах. В начале 90-х годов рынок видеоигр оказался перенасыщенным. Множество компаний, таких как Philips, Sega, Nintendo, Commodore, SNK и Atari, предлагали свои игровые системы. К 1995 году большинство из этих систем оказались неконкурентоспособными, и их производство было прекращено. Наиболее удачными оказались системы SNES от Nintendo и Mega Drive Genesis от Sega. Многие считают, что последним ударом стала быстро растущая популярность системы PlayStation от Sony, которая в итоге не только вытеснила все другие CD-консоли, такие как CDI, но и привела к быстрому концу Sega Saturn. Впрочем, некоторые называют основной причиной краха ее высокую стартовую стоимость. И хотя цена вскоре была значительно снижена, приставка оказалась в глазах многих приставкой для богатых. Практически все лучшие игры были переизданы или ранее портированы с персонального компьютера на PlayStation или Sega Saturn, причем иногда в ухудшенном варианте, например Starfighter, Lucy's Quest и Killing Time. Несмотря на активную рекламу на канадском телевидении в программе It's Alive и потенциальную способность подключения и расширения 3DO Interactive Multiplayer, поддержка системы сторонними разработчиками отсутствовала. Это привело к прекращению производства системы 3DO в 1996 году. The 3DO Company переориентировалась на издание программного обеспечения, создав такие игры как серия Army Man и серия Герои Меча и Магии, но впоследствии обанкротилась и была ликвидирована в 2003 году. Так что 3DO выпускался всего 3 года. PlayStation своим появлением за $299 просто убил на корню, скажем так, все начинания. Но Panasonic навсегда останется в наших сердцах. Навсегда останется в сердце те моменты, когда мы
с одноклассниками прогуливали школу, чтобы пойти в здание бывшего кинотеатра, который остался после Советского Союза, и на втором этаже там был компьютерный клуб оборудован. Мы приходили и с замиранием сердца смотрели, как другие играют в Panasonic 3DO. Ребят, спасибо, что остаетесь с нами и поддерживаете канал. Всем спасибо, всем пока!